Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня 5 мая. И сегодня я у семей, которые весной, ранней весной были средние по силе, расширяю полностью гнезда до полного комплекта. Если перевести это на многокорпусные улья, то ставлю второй корпус. Но так как я работаю в лежаках, то буду показывать, как я это делаю в лежаках. Это будет называться разовое расширение гнезд весной. Цветет у нас вишенька. И начинает цвести яблоньки. Сливка уже отцвела, грушка цветет. В общем, на раннее цветение садков мы не успели по силе семьи. А вот на вишенку как раз таки успеваем. Вот яблонька собирается цвести. Вот сейчас она зацветет, а у нас семьи уже могут собирать мед. Достаточно сильные уже. Это тот улей, который я показывал в прошлом видео, который я расширял до 12-рамочного стандарта. Вот 12 рамок, все полностью обсижены пчелами до последней рамки. В общем, эта семья созрела для того, чтобы их полностью расширить. Если бы это был многокорпусный улей, значит поставить второй корпус. И эта семья еще может с яблонек и с вишенок и меду принести. То есть майского меду. То есть из садков. Самый вкусный мед, который бывает. Сейчас мы их на мед и зарядим, этих пчелок. Применим такой хитрый метод разового расширения, но расширим их на мед. Пусть собирает у нас мед, потому что скоро эта семейка уже должна быть в предроевом состоянии. На сегодняшний день она уже такой должна быть. Еще чуть-чуть и будут роиться. Но чтобы им этого не дать, потому что у нас садки цветут, сейчас мы их расширим и сделаем им противороевой способ, чтобы они не роились, а вели себя хорошо и мед собирали. В прошлый раз мы осматривали эту семью. Здесь было 5 рамочек с расплодом. Посмотрим, сколько сейчас. Я им поставил там суши в тот раз. Сейчас должно быть 7-8 рамок уже засеянных с расплодом. Ну, смотрим, что делается в этой семье. Погода у нас по-прежнему холодноватая. Поэтому семьи не очень-то и быстренько растут. Условия не очень подходящие, но все равно растут. Так, убираем рамочки, которые стояли за заставной на обсушку. Сейчас сюда будем двигать гнездо. Вот у нас леточек, на который они не летают, потому что сюда они были не расширенные. Так, заставная доска забираем, уже не нужна. Дыму немножко, чтобы не нервничали. Видно, пчелки покрывают все 12 рамок. И начинаем листать. Сейчас наша задача сделать разовое расширение гнезд. Вот у нас на 1 мая получился часть улья пустая. Ну, то есть 12 рамок занято пчелами. Улей 20-рамочный, значит 8 рамок у нас пустого места. На 8 рамок. Вот сейчас мы им 8 рамок и добавим. Литок, на который они не летают. Сейчас мы его открываем и сдвигаем в эту сторону на пустое место расплодное гнездо. Рамка тяжелая, принесли меду. Да, они с садков притащили дофига, ребятки, меду. И уже даже немножко попечатали. Это не прошлогодний мед, это уже мед этого года. Так, пыльцы в рамках полно. Ставим эту рамочку на край. Вот как есть, так и ставим. И вообще возьмите себе за правило не сильно тасовать расплодные гнезда. То есть в расплодном гнезде не сильно тусуйте рамки, потому что там пчелы все делают так, как им надо, и все правильно. Так, рамка с трутнями вот здесь вот. Видно, трутня немерено, который нам в принципе нафиг не надо. Ну ладно, пусть выращивают. Так, тут рамка с трутнями, все остальное залито медом. Ну, рамочка не такая тяжелая, как эта, значит уже медовая рамочка, медовая с пыльцой. Смотрим, что делается дальше. Рамочка. Кое-где есть засев. Рамочка блестит. Ага, тут матка не засеяла эту сторону, потому что с этой стороны все забито пыльцой. Она дошла до пыльцы, на ту сторону не побежала. Значит, рамочку переворачиваем. Пыльца получается с этой стороны. С той стороны получается у нее открытые ячейки. То есть семья еще не саморасширилась. То, что мы хотим, это мы хотим, а пчелы хотят по-своему. Поэтому так и получается. Так, смотрим. Висит красивая миска. Вот она, зараза. Вот эта мисочка. В ней яичка еще нету. Ну, раз мисочка висит, значит что? Они нам говорят о том, что мы, ребятки, хотим уже роиться. Смотрим, что в этой рамочке. С этой стороны засев.
В этой рамочке с этой стороны все сплошную с яйцами. Тоже засев. Ну вот у нас рамочка с расплодом. Первая. Можем ее пометить, что это первая рамочка с расплодом. Теперь пойдут все рамочки с расплодом. Так. Давайте, девочки. Валите отсюда. Так, и пошел расплод. Печатный расплод. Хороший. Опять висит мисочка. Хотим роиться, да? Начали строить мисочки. Так, ну, начали строить мисочки, значит, сигнализирует о том, что хотят встать на лыжи. Так, ну тут нечего смотреть. Расплод сплошную. Я их не подкармливал, потому что в природе у них был взяток. Там абрикосы цвели. И, как видите, меду они сами себя принесли. Так, что здесь? Тут печатный расплод вышел. И теперь тут все засеяно яйцами. С этой стороны та же история. Расплод вышел. Выходит до конца. Все засеяно яйцами. Вот у нас 3 рамочки расплода уже. Уже, ребятки, можно начинать делать отводки. Матки подойдут и можно делить семьи. Можно начинать работать с отводками. Так, ну тут классика. Расплод печатный выходит, матка засевает. Все хорошо. Так, в это время, когда матка уже выходит на свой максимум, у нее начинается проблема с отыскиванием пустых ячеек для засева яиц. Это у нас 4-я рамка с расплодом, и поэтому яйцекладка матки снижается. Из-за этого, собственно, пчелы и роятся, потому что нарушается соотношение молодой пчелы к открытому расплоду. Матка притормаживает яйцекладки. Так, опять же, полная рамка с расплодом. Все есть. Вот этот расплод выйдет, и это уже роевое состояние. Все, пчелы пойдут в рой. 10 дней, 10-15, и пчелы зароятся. 6 рамок с расплодом. 7-я рамочка. Берем расплод печатный. Вот то, что я говорю. Сейчас видите, открытого расплода мало, потому что весь расплод печатный. И вот матка сейчас притормозила в яйцекладке. Раз она притормозила в яйцекладке, она притормозила по той причине, что некуда откладывать просто яйца, ячейки не хватает. Она, эта семейка, сейчас пойдет роиться. Куча мисочек. Вот видно, куча мисочек. Яиц в мисочках нету, но это уже сигнал о том, что мы готовы вставать на лыжи. Открытый расплод. Уже даже есть немножко червячки. Открытый расплод. Матка все засеяла. И это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-я рамка. Ну и 8-ю рамочку. Сейчас посмотрим, есть здесь расплод или нет. Может быть, может не быть. Так, ну тут расплода не будет, потому что все забито пыльцой. Все забито пыльцой. Так, 7 рамок расплода у этой семьи. Все, семья находится в предроевом состоянии, потому что семья будет роиться, когда уже есть 7-8 рамок расплода. Открытого расплода мало. Значит, соотношение молодой пчелы к открытому расплоду нарушается. Значит, семейка будет роиться. Вот сейчас наша задача эту семью расширить так, чтобы они не изроились, и еще нам и меду принесли. Вот сейчас этим делом и занимаемся. Вот 2 крайние рамочки без расплода осталось. А тут вот семеечка сидит на таких рамочках красивых и уже хочет роиться. Но такого счастья, как роиться, мы им не дадим. Такой возможности. Сейчас мы их расширим. И никаких роений. Нам рои не нужны. Мы не обезьяны, чтобы по деревьям лазать. Рои снимать, поэтому не будем. Вот бегает матка по самой крайней рамке. Вот она, красивая, хорошая. Вот. Бегает, ищет, куда ей отложить яйца. Вот у нее сейчас проблема, куда отложить яйца. Нет у нее места под засев. Она, бедненькая, выбежала аж на крайнюю рамочку. Куда ложить яйца?
Ну, сейчас мы тут возьмем вот такую вот вощинку, недостройку, немножко с прошлого года. Недострой вощины с прошлого года сейчас самый ценный материал. Они ее мигом достраивают. И поставим сюда, где был открытый расплод. Так, и сдвигаем все это гнездо сюда. Матку с этой рамкой сдвигаем сюда. Она бегает, ищет, куда отложить яйца. Сейчас мы ей в этом деле поможем. Тут в этой рамочке все забито медом. Мед уже печатают, мед этого года. Так, это медовая рамочка, значит, заставная доска с этой стороны нам тоже уже не надо. Медовую рамочку на край. А теперь все это пространство заполняем сушью с вощиной. Вот теперь действуем по вновь утвержденному плану. Ставим вощинку, ставим сушку, ставим вощинку, ставим сушку. И вот так вот чередуем. Сушь, вощина, сушь, вощина, сушь, вощина. Вощина, сушка, вощина, сушка. И все, у нас гнездо получилось скомплектовано. Все. И вот теперь у нас гнездо получается тут, где литки закрыты, а пустые рамки, чередующиеся с вощиной, тут, где у них были открытые литки. Теперь нам надо разобраться с литками. Вот на этот литок пчелки летали, и сюда будет прилетать летная пчелка. А теперь гнездо пчел получилось вот тут, где закрытые литки. И теперь эти литочки мы им открываем. И верхний, и нижний. Пусть они через них начинают летать. Теперь здесь располагается расплодное гнездо. Что сейчас будет происходить в пчелиной семье? Матка будет искать, где ей отложить яйца, не будет здесь находить и вполне возможно перебежит в эту часть и будет откладывать там яйца. Пчелы, которые летные, будут приходить теперь на пустые рамки с вощиной и быстренько будут осваивать это пространство. То есть семья у нас сейчас поделится на две части. Летные пчелы, которые летают за медом, будут сидеть на пустых рамках. Все молодые пчелы, которые кормят расплод, будут сидеть на расплодном гнезде. И летные пчелы, которые теперь усядутся на пустых рамках, будут в эти рамки носить мед и по мере расширения семьи будут отстраивать вощину. Если бы сейчас у нас взятка не было, то мы вот этот литок, который здесь, где получилось расплодное гнездо, мы бы его не открывали. Тогда матка, которая очень любит кислород, так как литки закрыты, кислород не поступает, побежала бы из этого отделения на пустые рамки и начала бы тут откладывать расплод. То есть мы бы матку с этой части гнезда перегнали на пустое место. И там у нее куча суши, куча вощины, и там бы она себе делала новое расплодное гнездо, то есть никто никому не мешает, семья при этом не роилась бы. По крайней мере, ближайшие 15 дней. Но так как у нас идет медосбор, и мы хотим хапануть все-таки медку и ставим в приоритете получение меда, а не расплода, то мы открываем этот литок. У нас тут появляется кислород. Матка не очень-то сильно хочет отсюда сбежать. Поэтому она будет искать пустые ячейки вот в этом расплодном гнезде. И частично по мере расширения семьи будет перебегать на эти рамки пустые, которые мы поставили. Но дело в том, что летная пчела будет летать на пустые рамки. Там, где раньше было расплодное гнездо. И будет эти рамки сейчас заполнять медом, потому что есть взяток в природе. И вот здесь, в этом месте, где пустые рамки, сейчас будет скапливаться мед. Ну а тут будет выходить у нас молоденькая пчелка. Роевой пчелы еще нету. Потому что что такое роевая пчела? Как понять, что в семье уже появилась роевая пчела? Во-первых, видите мисочки. Во-вторых, это вот рамка. И роевая пчела бородами будет висеть вот здесь. Внизу рамок. Потому что роевая пчела — это безработная ленивая пчела,
ее пчелы всегда сгоняют вниз рамок, где она никому не мешает. На боковые планки и на нижнюю планку. И здесь тогда висят бороды. Сейчас бород нет, потому что есть медосбор. И эта вся ленивая пчела полетела за медом. Но вот как только открыли улей, вытянули рамку, а здесь висят бороды пчел, значит, это роевая пчела, и семья у вас будет очень скоро роиться. Но сейчас такого в ульях нету, потому что есть цветение садков, собирают мед. Вот если бы садки не цвели, эти бороды висели бы здесь. Вот как только садки отцветут, так сразу у нас появится роевая пчела, сразу пчелы пойдут в ройку. Ну, пока садки нас спасают. Ну, а раз они нас спасают, значит, мы будем собирать мед. Вот такое вот разовое расширение семей. Теперь все семьи вот так вот расширяем. Пчел сдерживать уже смысла нету. У них уже полный расплодный комплект. То есть матка уже откладывает 7-ю и 8-ю рамку расплода. Значит, это роевое, предроевое состояние. Если только взяток у нас пропадет, семья сразу пойдет в ройку. Вы уже видите, что они уже начинают тянуть мисочки, потому что взяток с садков не шибко хороший. Потому что погода у нас холодная. Что погода была теплая, то они бы носили этот мед как дурные. Но сейчас такая холодная погода, не сильно наши яблоньки и вишеньки нектар выделяют. Но тем не менее, что-то они там приносят. Так вот сейчас мы поделим семью на летную пчелу, на пчелу, которая будет выращивать расплод. Расширили им гнездо, и сейчас они понесут хорошо нектар. Потому что у них появилось место, куда этот нектар складывать. Потому что сейчас они и расплода хорошо выращивать не будут, потому что у матки нету места под засев. И меда много не принесут, потому что у них нету нектарных полей. Потому что они сидят в 12-рамочном стандарте. А теперь мы им этот 12-рамочный стандарт отменили, расширили, у них появились нектарные поля. И сейчас вся пчелка, которая здесь сидела без работы практически, вся ломанется на вишеньку, на яблоньку, мне за медом. А я буду этот мед вкусный качать. Так что вот так вот эти семейки сейчас заряжаем на мед. Будем собирать майский мед. Ну и в этот период у нас яблонька через 2 недели отцветет. Это пройдет буквально 14-15 дней. У нас пчелы начнут массово роиться. К этому времени нам нужны матки. Вот сейчас берем семью хорошую, с хорошей маткой, и закладываем там маточники. У нас маточники будут в скором времени запечатаны, и делаем отводки. Вот сейчас будем готовить маток. Пойдем к другой семье и будем там ее заряжать на выращивание матки. Это прошло 2 дня после того, как я сделал сие действие. Можно посмотреть, как пчелки летают. Вот с правой стороны это получились пустые рамки. Там пчелки носят пыльцу, летает летная пчела. А с левой стороны получилось расплодное гнездо. И тут они вентилируют гнездо. Вот видно, стоит пчелка, вентилирует гнездо, потому что расплоду нужен кислород. А напротив этого литка получилось расплодное гнездо. Поэтому нужен кислород. Это то, что я всегда рассказываю. Нужен матке кислород. Она очень любит кислород. И как только расплодное гнездо получилось напротив этого литка, сразу пчелка начала его вентилировать. То есть гнать воздух через расплод. Давайте к другому литку пойдем, посмотрим, что делается там. А тут расплода нету, поэтому никто ничего тут не вентилирует. Никому до этого кислорода нету дела. Нету расплода, не нужен кислород. Летает только летная пчела, которая приносит нектар и которая приносит пыльцу. Теперь про нижний литок. Опускаемся вниз, смотрим, что внизу. Вот нижний литок, там, где пустые рамки. И этот нижний литок практически никому не нужен. А вот тут, где расплодное гнездо, на нижнем литку идет движ. Почему он идет? Сейчас его мало, но со временем он будет все быстрее, ну, то есть интенсивнее и интенсивнее. Больше пчел будет пользоваться нижним литком. Почему оно так происходит? Дело в том, что сейчас будет выходить роевая пчела, а роевая пчела, как я показывал, будет скапливаться внизу рамок в виде бород, то есть на нижней планке рамки. И будет висеть в виде бороды под рамкой. А вот эта борода будет получаться как раз напротив нижнего литка. Сейчас пчел роевых нету, поэтому они пользуются литком мало, но все равно пользуются. А по мере того, как будут нарастать бороды пчелиные под рамками, то есть будет появляться роевая пчела, то есть на эти двери ходить ближе, и они, соответственно, будут все больше и больше пользоваться нижним литком. Так вот, если видите на пасеке, что ваши пчелы литком нижним не пользовались, а тут начали резко пользоваться, вот мусор потянул его в клюве.
значит у вас там уже под рамочками бороды. А сейчас они пользуются этим литком, потому что у них рамки от верхней планки до нижней все используются под расплод. Поэтому на нижний литок попадают пчелки, потому что им ближе через него ходить. А с той стороны, где рамки пустые, соответственно, им через нижний литок ходить не надо, потому что мед они складывают сверху. Поэтому низ рамок они еще не используют. И не будут его использовать до того времени, пока не насобирают полные рамки меда. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Разовое расширение гнезд я сегодня провожу. Нацеливаемся на майский мед. Кому было интересно, ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И не забываем передавать привет моим мохнатым чудовищам. Они лютые, злобные, потому что мед собирают.